Не так давно мы с мужем приобрели дом в деревне. Я мечтала об этом несколько лет, и, наконец, нам удалось накопить нужную сумму и осуществить эту мечту. Дом стоял в стороне от других построек, среди небольшого леса, так что поблизости, кроме нас, никого не было. Мы прожили в деревне около 5 лет и решили провести осень вдали от городской суеты, наслаждаясь тишиной и природой. Однажды ночью я проснулась от странного шума, доносившегося из комнаты нашего сына. Ему тогда было всего 1,5 года, и в это время он уже обычно крепко спал. Меня охватило беспокойство, и я сразу пошла проверить, что происходит. Подойдя к кроватке, я увидела перед собой рысь, которая стояла рядом с ребенком и внимательно на него смотрела. «Вадим, иди скорее сюда, здесь рысь!» — громко позвала я мужа. Сын проснулся и заплакал. Рысь заметила меня, испугалась и стремительно выбежала из комнаты. В этот момент пришел муж, сонный и растерянный, не понимающий, что происходит. «Ты зачем кричала?» «Здесь была рысь», — ответила я, держа сына на руках. «Какая еще рысь? Тебе, наверное, просто приснилось», — отмахнулся он. «Я точно ее видела. Она стояла прямо у кроватки Тимоши, даже не представляя, что могло бы случиться, если бы я не пришла. Перестань, такого быть не может. Ложись спать». Я забрала сына к нам в комнату, но до самого утра так и не смогла сомкнуть глаз. На следующий день я все время думала о случившемся и пыталась понять, как рысь могла попасть в наш дом. Постепенно я даже начала сомневаться в себе и думать, что муж, возможно, прав, и мне это действительно приснилось. К вечеру я успокоилась и легла спать, но ночью все повторилось. Я снова проснулась от странных звуков и сразу пошла в комнату сына. Там я увидела ту же самую картину. Рысь стояла у его кровати. «А ну кыш отсюда!» – прошептала я, стараясь не разбудить и не напугать ребенка. Рысь заметила меня и снова выбежала из комнаты. Я пошла за ней и увидела, как она юркнула за старый шкаф. Подойдя ближе, я обнаружила за ним большую дыру в стене, ведущую прямо на улицу. Оказалось, что все это время мы просто не замечали ее, и именно через это отверстие животное пробиралось в дом. Будить мужа я не стала, рассказала ему обо всем утром. «Не может быть. Как мы могли не заметить такую огромную дыру?» – удивился он. «Я же говорила, что видела рысь, а ты не поверил. Нужно сегодня ночью проследить, вдруг она снова придет». Ночью мы устроили засаду и стали ждать. Вскоре снова послышался знакомый шорох. Рысь пробралась через отверстие и направилась в комнату сына. Мы тихо, стараясь не шуметь, пошли за ней. Из детской доносились тихие всхлипывания. Сын начал беспокоиться во сне. Рысь подошла к его кроватке и негромко зашипела. Ребенок тут же успокоился и снова заснул. Через некоторое время он снова начал всхлипывать, и рысь повторила свое действие. Тогда мы поняли, она вовсе не представляла опасности, а наоборот, успокаивала нашего сына. Ее шипение действовало на него, как своеобразный белый шум. Я вспомнила, что в деревне ребенок стал спать намного лучше, он практически не просыпался по ночам. В городе же он часто плакал. Я думала, что дело в свежем воздухе, но оказалось, что у него появилась необычная ночная няня. На следующий вечер я поставила 2 миски с едой и водой, чтобы хоть как-то отблагодарить рысь. Утром они оказались пустыми, а сын снова спал спокойно всю ночь. Мы были поражены. Трудно было поверить, что дикое животное может проявлять такую заботу о человеческом ребенке.